Всем привет! Сегодня у нас на обзоре продвинутый контроллер биометрической системы контроля доступа от ZKTech Inbio 160 Pro. Главным отличием этого контроллера от нашей стандартной линейки контроллеров Inbio является то, что он может работать через глобальную сеть WAN. Тем самым мы можем построить систему контроля доступа из контроллеров, которые могут находиться в разных точках планеты, и объединить их в программном обеспечении ZK BioAccess либо ZK BioSecurity для централизованного управления. Перейдем к подключению нашей системы. Комплект будет состоять из, конечно же, контроллера Inbio 160 Pro. Далее у нас считыватель FR1520, 2 штуки. Мы будем использовать считыватель как на вход, так и на выход. Также к считывателям мы можем использовать аксессуар монтажная врезная коробка. Ну и для визуализации открытия-закрытия двери мы будем подключать еще замочек. Подключим блок питания к нашему контроллеру. Inbio Pro работает от напряжения 12 вольт и потребляет мощность 18 Вт. Для этого у нас есть специальные клеммы на контроллере, которые называются Power, где обозначены плюс 12 вольт и минус 12 вольт. Подаем напряжение на контроллер. Контроллер является сетевым, мы можем подключить кабель интернета в разъем LAN. Далее мы подключаем наш биометрический считыватель FR1520. Считыватель работает через интерфейс RS485. На обратной стороне считывателя мы можем увидеть маркировку, где обозначено, за что отвечает каждый проводок. Красный — это у нас плюс 12 вольт, черный — минус, желтый — это 485 плюс, фиолетовый — 485 минус, и еще один черный провод, который выступает минусом. Его мы можем использовать в том случае, если будем подавать напряжение на считывателе от отдельного блока питания. Но в этом нет необходимости, поскольку наш Inbio Pro может обеспечить питанием до 2 считывателей. Так как считыватели работают в RS485 интерфейсе, нам нужно последовательно их подключить, и самый первый считыватель подключить на клемму контроллера под названием EXT. Здесь у нас обозначены контакты плюс 12 вольт, минус 12 вольт, 485 минус, 485 плюс. Подключаем в том же соответствии со считывателем. Итак, мы подключили наши считыватели последовательно. Теперь нам нужно задать адресацию в RS485 интерфейсе для того, чтобы наш контроллер понимал, какой считыватель отвечает за вход, какой считыватель отвечает за выход. Соответственно, нам нужно выставить на вход адрес 1, а на выход адрес 2. Так мы задали адресацию, теперь можем подключить наши считыватели к контроллеру. Перед подключением считывателей нужно обесточить контроллер. Подключать будем на клемму EXT. Ну и последний штрих — это подключение нашего электрозамка. Замок необходимо подключать с защитным диодом для того, чтобы защитить контроллер от обратного напряжения. Замок подключается к клеммам контроллера под названием Lockout. Так как у нас замок электромагнитный, мы будем плюс подключать напрямую к блоку питания, а минус будем подключать к клемме COM контроллера и клемме NC. Итак, мы собрали нашу систему, подключили считыватели, подключили наш электрозамочек. Теперь можем подавать напряжение на наши компоненты. Система запустилась, теперь нам нужно добавить отпечатки пальцев или же карты нашим пользователям. Для этого вам необходимо обязательно использовать USB-считыватель,
и программное обеспечение. Мы будем использовать считыватель модели ZK8520, который является комбинированным. Здесь у нас есть считыватель отпечатка пальца и также считыватель карт. Итак, мы добавили отпечатки нашим пользователям. Наша дверь закрыта. Пробуем пройти проверку. Дверь открылась, пользователь может войти. Для того, чтобы выйти, ему тоже нужно пройти проверку по отпечатку пальца. Первым делом нам нужно добавить контроллер в программное обеспечение BioAccess. Для этого переходим в пункт «Контроль доступа», «Устройство» и нажимаем кнопочку «Поиск». Сейчас BioAccess сканирует нашу интернет-сеть на наличие терминалов и контроллеров ZKTech. Так, видим список устройств. Мы будем добавлять InBio 260 Pro. Это точно такой же контроллер, как InBio 160 Pro, но может управлять двумя дверьми, в отличие от InBio 160 Pro, который управляет одной дверью. Принцип настройки один и тот же. Мы будем использовать в нашем видео InBio 260 Pro. В вкладке поиска мы можем сразу же изменить IP-адрес устройству и присвоить ему нужный IP. Есть. Присвоили новый IP-адрес. Теперь контроллер должен перезагрузиться для того, чтобы изменения вступили в силу. Ожидаем перезагрузку контроллера. Есть. У нас новый IP 192.168.1.203. Следующим очень важным пунктом будет при добавлении контроллера указать адрес сервера или компьютера, на котором установлен BioAccess. Для того, чтобы посмотреть IP-адрес, переходим в настройки сети и проверяем наш IP. Так, у нас 109 IP-шник, указываем здесь 109. Порт по умолчанию 8088, мы его не изменяли при установке, поэтому оставляем таким же. Жмем ОК. Готово. И сейчас контроллер должен соединиться с сервером и появиться во вкладке устройства. Готово. Следующий пункт настроек называется «Уровни доступа». Он находится в пункте «Доступ», «Управление доступом», «Уровни доступа». Переходим. Уровни доступа – это комбинация из трех составляющих: пользователь, временная зона и дверь. То есть в какой временной зоне, к какой двери пользователю разрешен доступ. По умолчанию программа здесь создает уровень мастер, который имеет временную зону доступа 24 часа. То есть при добавлении пользователю уровня доступа мастер, он сможет круглосуточно иметь доступ к помещению. Добавляем двери в этот уровень. Ну, предположим, что у нас одна дверь будет в круглосуточном доступе для каких-то пользователей. И создадим другую дверь, назовем ее пятидневка. И создадим новый уровень доступа, в котором пользователю будет разрешен доступ в помещение в течение 5 дней в неделю с 7 утра до 8 вечера. Для этого нам нужно создать новую временную зону. Нажимаем «Создать». Назовем ее «Пятидневка». Ну, предположим, что сотрудники работают с 9 до 6, значит, доступ им где-то разрешен с 7 до 20:00. И копируем это на 5 дней в неделю. Нажимаем «Ок». И возвращаемся в наш пункт уровня доступа. Нажимаем «Создать», называем его также «Пятидневка». Выбираем нашу временную зону и нажимаем «Ок». Сразу же программа предлагает нам добавить в этот уровень доступа дверь. Мы выберем вторую дверь и нажимаем «Ок».
Готово. Теперь у нас есть два уровня с разными временными зонами. Следующий пункт настроек – это у нас в параметрах нужно устроить автоматическое получение записей с каким-то интервалом, например, 1 час. То есть каждый час программа будет подгружать записи с контроллера. Нажимаем ОК. И теперь можем добавлять пользователей. Переходим во вкладку «Персонал», «Сотрудник», нажимаем «Создать». Здесь нам нужно указать обязательный пункт настроек, такой как ID сотрудника. Это уникальный номер сотрудников программного обеспечения, он не должен повторяться, в целом программа вам и не даст его повторить. Вводим, например, первый, далее имя, фамилия. После этого нам необходимо добавить биометрические шаблоны, такие как отпечаток пальца. Для регистрации отпечатков пальцев нам нужно обязательно иметь дополнительный USB-считыватель. Модели, например, ZK8520, ZK9520 или ZK6520. После того, как вы подключили USB-считыватель к компьютеру, вы можете нажать кнопочку «Регистрация», выбрать палец, который хотите зарегистрировать, и приложить его к сканеру трижды. Раз, два, три. Вы можете зарегистрировать все 10 пальцев, я еще добавлю большой палец. При сканировании рельеф должен быть максимально выраженным на картинке. Это для того, чтобы очень качественно сканировался рельеф отпечатка, и затем вы могли с легкостью проходить проверку через ведомые считыватели контроллера. Нажимаем ОК. Далее здесь мы можем выбрать уровни доступа сотрудника. По умолчанию у нас добавляет уровень доступа мастер. Вы можете добавить еще какой-то уровень из этого списка. Я добавлю еще пятидневка, и здесь с помощью галочек ограничивать доступ, либо разрешать. Нажимаем ОК. Также нужно добавить пользователю карту. Карту мы можем добавить либо с помощью USB-считывателя, либо с помощью ведомого считывателя, который подключен к контроллеру. Здесь мы можем выбрать какой-то определенный, либо выбрать все для считывания карты. Я выбрал все, и теперь подношу карту к контроллеру. Есть, карту считали. Еще присвою пароль. Пароль должен содержать не больше 6 цифр. И нажимаю ОК. Готово. Добавили пользователя. Затем переходим в наш модуль мониторинга в реальном времени и пробуем пройти проверку. Пробуем пройти проверку по отпечатку пальца. Есть. Проверка успешная. По карточке тоже успешно прошли проверку. Далее пробуем пройти по паролю. Доступ по паролю не разрешен, так как нам нужно в настройках двери указать, что проходить проверку можно не только по карте либо отпечатку, но еще и по паролю. Для этого просто выберем автоматическая идентификация и скопируем эти настройки во все двери в текущем устройстве. Пробуем снова пройти проверку. Есть. Проверка успешная по паролю. Теперь по карте и отпечатку пальца. Есть. Открыли дверь. Так, дальше при использовании считывателя и на вход, и на выход можно настроить учет рабочего времени. Перейдем во вкладку «Посещаемость». Далее пункт устройства и точки учета. Здесь нам нужно создать наши точки учета с модуля контроля доступа. Для этого выбираем модуль устройства «Доступ» и выбираем наши двери. Пусть это будет дверь 1 и следующая дверь
будет под названием «Дверь 2». Окей. Дальше переходим в пункт «Основная информация», «Глобальные правила» и выставляем здесь минимальные промежутки отработанного времени, минимальный и максимальный. Ну, минимальный пусть будет 10 минут, а максимальный 1440 минут. Нажимаем «Ок». После этого мы можем переходить в настройки расписания. Переходим в расписание и нажимаем «Создать». Назовем его стандартным. Дальше, предположим, что у нас сотрудник работает с 9 до 6, то есть он должен обязательно прийти на работу в 9 и уйти с работы в 6. Следующая настройка позволяет нам выбрать периоды учета записей на приход и на уход. По умолчанию это 60 минут, то есть записи на приход будут учитываться с 8 утра до 10 утра. Записи об уходе будут учитываться с 5 вечера до 7 вечера. Ну, увеличим внутридневные интервалы до 200 минут. И здесь также 200 минут. Нажимаем «Ок». Дальше нам необходимо создать смену. Смена может содержать различные расписания на каждый день. Для этого вводим название, выбираем тип цикла, это может быть день, может быть неделя, может быть месяц. Если у нас стандартная пятидневка, то выберем тип цикла неделя. Далее выставляем размер цикла и номер. После этого мы выбираем наше расписание и присваиваем его на любые дни недели. Ну, пусть это будет пятидневка, поэтому с понедельника по пятницу. Нажимаем «Ок». После этого мы можем присвоить график отделу, либо какому-то определенному сотруднику, либо какой-то определенной группе сотрудников. Ну, добавим график отделу, так будет проще всего. Если у них одинаковое расписание, выбираем отдел, выбираем время начала действия графика и время окончания. Ну, пусть будет 2023 год. Ну и, собственно, наша смена. Нажимаем «Ок». И теперь мы можем визуально здесь просмотреть расписание нашего отдела по конкретному числу месяца. Так, готово. Далее, когда вы захотите построить какой-либо отчет по отработанному времени, вам нужно перейти в генератор отчетов, перейти в пункт «Расчет вручную», выбрать наш отдел, либо какого-то определенного сотрудника, нажать «Расчет учета регистрации». Здесь нам доступен фильтр по дате начала, дате окончания. Ну, оставим по умолчанию и нажать «Расчет». Готово. После этого нам будут доступны все отчеты в программном обеспечении. Также мы можем настроить автоматическую отправку отчета по событиям, либо отчета посещаемости за день на почту. Для этого мы переходим в основную информацию, автоматический отчет и нажимаем кнопочку «Создать». Выбираем тип отчета, либо события, либо посещаемость за день, имя файла, пусть будет учет. Далее периодичность отправки, это может быть каждый день, либо каждый месяц, ну пусть будет каждый день. Указываем время отправки каждый день, пусть будет 14:27. Далее отправлять по сотруднику, либо по отделу, либо по зоне, ну пусть будет по каждому сотруднику. И также вводим здесь адрес электронной почты. Адрес электронной почты получателей. И сохраняем. Также нужно заполнить все поля с красной звездочкой, они обязательны. Нажимаем «Ок». Так, мы создали наш автоматический отчет, но он не будет работать, пока мы не настроим наш почтовый ящик. Для этого переходим в настройки системы, управление email, настройки параметров электронной почты. Здесь мы указываем наш SMTP сервер. Если это сервер Gmail, то вы просто указываете smtp.gmail.com. Далее прописываете порт 465 и тип соединения SSL. Потом адрес почтового ящика исходящей почты, пароль к нему, ну и также имя отправителя. Затем нажимаете «Тест соединения».
Если у нас статус успешно, значит вы настроили все правильно. Также в настройках вашего Google аккаунта нужно перейти в пункт настройки безопасности и активировать доступ небезопасных приложений. Иначе вы не сможете отправлять исходящие письма с вашего почтового ящика Gmail с помощью программного обеспечения. Сохраняем. Также здесь мы можем настроить резервное копирование базы данных с какой-то периодичностью. Переходим в управление базой данных, расписание резервного копирования, выбираем периодичность, пусть это будет раз в неделю, выбираем время. И сохраняем. Готово. Это была базовая настройка системы контроля доступа и учета рабочего времени. Спасибо за внимание. Надеюсь, этот видеоролик был полезен для вас. Пишите ваши вопросы в комментариях и также обращайтесь к нам по номеру телефона.